Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня буду отвечать на вопросы, которые появляются сейчас от тех, кто только начинает дело с огородом, с растениями. И очень актуальны вопросы зеленых операций. Что же это такое? Ну вот в данном случае для всех понятно летом, да, что-то там все зеленое, что-то можно обрезать. В саду обрезают. Что зеленые операции сейчас нужно знать об этих операциях и что можно делать. Так вот, смотрите, у нас уже завершают цветение, смотрите, какие красивые. Здесь только обрезки уже остались. Завершают цветение анемоны. Очень красивые цветы, я их очень рано посадила в прошлом году, в сентябре часть и часть в октябре. И вот, когда отцветает этот цветочек, получается, что растение хочет оставить после себя семена. Для того, чтобы, ну, если, конечно же, семена остаются, то растения уделяют внимание вот этим всем семенам, оставить потомство. И на другие цветочки не уделяется внимания. У нас же 2 месяца просто интенсивно цвели все цветы. Почему? Потому что я проводила зеленые операции только в определенный период. Итак, что такое зеленая операция? Вижу, что уже перецвел цветочек, и хороший день для этого сегодня. Вот так. Я срезаю вот эти, смотрите, здесь тоже у нас. Стараюсь вот снизу срезать. Здесь вот у нас тоже есть вот эти остатки. Срезаю. И само растение, уже то, что осталось, зацветает. И затем формирует мощную корневую систему. Этот корешок будет нам служить уже на следующий год. Ну, этот цветочек доцветет, и все. Эти я, конечно же, выбрасываю кусочки. То же самое, смотрите, здесь обрезаю. Но не у самого низа. Чем ближе, тем лучше. Вот то, что у нас перецвело, мы все это сейчас обрезаем. Это есть зеленая операция. Так, кто у нас еще? Вот таким образом. Вот. Эти остаются, цветут, перецветают. Ну вот видите, уже этот тоже можно обрезать. Даже 2. Для того, чтобы питательные вещества все оставались с корешочком. И вот это у нас вот такой кустик остается. Здесь тоже, смотрите, такая же ситуация. Здесь у нас это маленький бутончик, а вот цветочки. Я беру их, обрезаю. Конечно, для каждого растения есть свои правила, но в данном случае я обрезаю уже много лет вот таким образом. Получается, что растение, смотрите, здесь тоже растение нормально формирует будущие корешочки для будущего. И вот здесь тоже надо обрезать. Обрезаем. И растение дальше проводит все нужные процессы для того, чтобы оставить после себя потомство. Вот мы завершаем 2 месяца цветения. Вы видели, все время их показывала. Очень красиво. Вот это все я делаю в определенные дни. Ну давайте, кроме цветов, пойдем посмотрим еще у нас растения. У нас каждого сейчас и теплица. Кстати, вот рядышком вот у нас цветочек нарциссы наши. Для нарциссов совсем другие правила. Зеленые операции я обрезаю вот верхнюю часть. А вот с этой части идет в луковичку все. Вот таким образом. У каждого снова же растения свои правила. Вот для того, чтобы, вот снова же, видите, я обрезала. Теперь все питательные вещества возвращаются в луковички. И затем, когда уже высыхают полностью все растения, луковички готовы к тому, чтобы в следующем году цвести и давать хороший результат. Это тоже зеленая операция. Еще один пример зеленой операции. Вот у нас листик. Я его не обрезала раньше, оставляла. А сейчас вот, видите, клубничка формирует уже ягодки. Все листья здесь нормальные, здоровые, и поэтому я больше здесь ничего не делаю. Но этот был, видите, больной листик. Его нужно старый, это из прошлого года, то, что осталось, это новые наросли. Вот это тоже есть зеленая операция. Далее смотрим по рассаде. Это то, что очень сейчас волнует многих. Вот смотрите, я их с таблеточек пересадила вот сюда, свои баклажаны. И что я делаю? Вот у меня здесь желтые листики, да, первые, семидольные. Я их тоже в это время просто обрезаю. Они сейчас мне не нужны. Это тоже зеленая операция. И еще рассада снова же. Когда я делаю пикировку, перевалку, пересадку,
уже посадку даже в грунт, тогда это дни, естественно, всегда или дни земли, ну, дни земли можно обрезать, или же дни стихии воды. В это время нельзя обрезать. Вот я тоже делала здесь, вот видите, с таблеточками пересаживала их в горшочки. Естественно, я листья не трогала, потому что в эти дни очень опасность существует, большая опасность заражения грибковыми заболеваниями. Сейчас у нас знак стихии воздуха, водолей. И смотрите, что я делаю. Беру и обрезаю вот этот листик и вот этот листик. И вот это тоже есть так называемая зеленая операция. То есть мы обрезаем те листики старые, которые отслужили, отработали. Кстати, я потом тоже обрезаю уже листья у томатиков, когда там уже формировка идет плодов, тоже в определенные дни. Ну а сейчас мы с вами рассмотрим более подробно вот эти дни, которые нам нужно знать и понимать. Вот мы с вами всегда смотрели, я вам показывала, когда обрезать деревья. И вот деревья обрезаем всегда, это уже после полнолуния, вот у нас полнолуние, и идет у нас третья фаза. В начале это еще очень сильная энергия, мы не трогаем растения. То же самое с зелеными, сейчас я вам покажу операциями. И для растений это, кстати, будет и летний период. Вот вторая половина, но только чтобы был определенный знак. Вот здесь вторая половина третьей фазы, четвертая фаза и кусочек у нас первой фазы. Это в дни новолуния, дни Гекаты. Если хороший знак, то мы проводим обрезку всех растений. А вот теперь я вот попробовала еще вот линейно, так как мы очень любим, когда проводить зеленые операции. Так вот, зеленые операции в течение лунного месяца. Вот оно, новолуние, я вам уже показывала, рассказывала, да, что период новолуния, вот так я его сейчас попробую разместить, вот оно, новолуние. Вот этот период мы можем обрезкой заниматься, вот этих всех листиков. А мы сейчас, кстати, находимся здесь, в периоде четвертой фазы, когда вот водолей как раз хороший знак. И вот мы вот здесь обрезаем. Ну, все-таки начало новолуния у нас сейчас будет в апреле. Я сделаю отдельно агрогороскоп, так как вы меня спрашиваете, и очень часто я делаю отдельно агрогороскоп для зеленых операций. И будет буквально в ближайшие дни, он будет на нашем канале. Вот этот период мы используем, но нельзя даже в этот период обрезать, и этот период нельзя обрезать, если это знаки стихии воды или знак земли Дева. Вот Дева нарезать черенки – это исключение из правил, но обрезать растения тоже очень опасно. Испытали много раз, и наши растения были очень, ну, и урожая не было, и болели. Поэтому мы этот знак не используем. И знаки стихии воды все не используем. Далее, смотрите, новолуние завершилось. Далее идет к полнолунию период, когда энергии, соки, вода, питательные вещества, все это двигается вверх к растению. Вот оно все у нас, любое растение. Вот это перед полнолунием. И сразу же после полнолуния еще небольшой вот этот период, кусочек, где-то 3-4 дня. Вот мы этот период тоже еще не обрезаем. Вот эти даже засохшие какие-то части. Зеленые операции именно по растениям с рассады. Если же это летом мы не обрезаем, на растениях верхушки, волчки и так далее, плоды лишние не режем. Вот формировку делаем только в определенные знаки. И вот когда уже у нас переход, видите, третья фаза в четвертую, вот это половинка третьей фазы и до новолуния. Вот это очень хороший период. Я зеленым его нарисовала, тоже для зеленых операций. Получается, что если в этот период будет знак стихии воды, знаки стихии воды – это время нахождения Луны, не имеет значения, убывающая, растущая Луна. Если это стихия скорпион воды, рыбы, рак, вот эти периоды нельзя. И плюс знак Девы. Мы вот здесь обрезаем, за исключением этих знаков, и здесь
период новолуния и сразу же после новолуния буквально где-то 3-4 дня. И все. Далее вот этот период не проводим обрезку. Пусть засыхает, пусть присыхает, как у нас вот уже сколько, больше недели находилось это растение, но мы не испортим само растение. Сейчас в знаке стихии воздуха очень быстро засыхает рамка, и растение не страдает, не заряжается, и вирусы, и грибки, вот это все вместе таким образом вот проходит, к сожалению, для наших растений тоже. Если мы нарушаем эти правила, делаем вот эту обрезку частей, зеленых частей растений, то мы можем даже привести к гибели свои растения. Вот такая сегодня тема. Я ответила на ваши вопросы. Их очень много, поэтому я вот таким образом уже и нарисовала уже в линейном плане, каким образом я планирую всегда обрезки. Ничего страшного, не страшно, что это некрасиво, с сухими листиками, зато наши растения будут здоровы. Растения здоровы, и вам желаем тоже здравия. Мы, это авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Желаем вам мира и добра, мира вашему сердцу и мира в ваших домах. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.